Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре новая модель проектора Everycom M9. Начнем с комплекта поставки. Проектор идет вот в такой черной коробке. Внутри он четко зафиксирован и защищен от ударных воздействий. В коробке находится сам проектор, шнур питания, кабель для подключения аудиосигнала AV, пульт дистанционного управления, батарейки от которого в комплект не входит, два болта регулировки Кейстона и инструкция на английском. Сам проектор выполнен в черном цвете. На передней панели расположен объектив и первые датчики КПорта для пульта дистанционного управления. На верхней панели проектора находятся кнопки органов управления. При этом кнопка включения подсвечивается в темноте, что довольно удобно. Ближе к передней панели находится кольцо фокусировки изображения и кольцо регулировки вертикальной трапеции. Ход у кольца фокуса довольно большой, что удобно в процессе настройки резкости. Оптический Кейстон рекомендует установить среднее положение, а геометрию проекции регулирует уже цифровой трапецией. В данном проекторе эта функция вынесена на отдельную кнопку, хотя есть и в настройках. На задней панели проектора находится второй КПорт для управления с пульта. Аналоговый вход для подключения старых устройств и приставок AV с разъемом mini-jack. Далее идет выход на наушники. Сюда же можно подключить шнур для вывода звука на внешней колонке. Здесь у нас аналоговый вход VGA для подключения ПК и ноутбука. Дальше два цифровых HDMI входа. Стоит отметить, что проектор запоминает настройки изображения для каждого входа. Здесь же находится вход для подключения шнура питания и небольшая крышка, за которой находится фильтр, защищающий проектор от попадания пыли. Конечно, пыль все равно будет попадать, поэтому периодически придется разбирать и чистить проектор. Это обычное явление для данного класса проекторов. По бокам проектора находится решетка для циркуляции воздуха и два USB входа для подключения флешки или жесткого диска с медиафайлами для просмотра встроенным плеером проектора. Данная модель проектора не поддерживает кодировку звука в AC3. Рекомендуется подключать внешний источник сигнала по HDMI. Это может быть игровая приставка, TV-бокс или Blu-ray проигрыватель. На нижней крышке расположены 4 ножки для фиксации аппарата на поверхности стола или на полке. Есть 4 резьбы по 4 мм для крепления к потолку на кронштейн. Здесь же расположена крышка люка для быстрой очистки матрицы и оптической системы проектора от пыли. Крышка фиксируется двумя болтами. Один динамик проектора расположен на задней панели, а другой на боковой. Пульт у проектора компактный и удобный. Работает от двух мизинчиковых батареек формата 2А. Пульт отзывчивый. Можно направить даже в экран, и проектор все равно будет ловить сигнал. Удобная функция цифровой коррекции трапеции, которую можно вызывать прямо с пульта одним нажатием кнопки. После выключения проектор запоминает текущие настройки трапеции. В меню есть функция сброса значений трапеции к изначальным. Также одной кнопкой можно увеличить яркость проектора, но при этом вентилятор системы охлаждения повысит обороты и проектор будет громче шуметь. Технические характеристики проектора Everycom M9. Проектор выполнен на технологии 1LCD. Разрешение матрицы 1920 на 1080 точек. Яркость порядка 450-500 ансилюмен. Сам проектор довольно габаритный. Размерами 31 на 23 см и высотой 10 см. Масса проектора 2,5 кг. Эти параметры типичны для аппаратов данного класса, а именно T26K, S1080, UG620, M19 и другие. Шум проектора вплотную составляет 47 дБ. На расстоянии 1,5 метров от проектора шум составит 36 дБ. Данные показатели шума в пределах нормы для этого класса проекторов. Тембр шума не раздражает и легко перекрывается даже встроенными динамиками. При подключении внешней акустики шум работы проектора становится и вовсе незаметен. Теперь пройдемся по меню проектора. Оно стандартно для такого типа устройств. Встроенный плеер позволяет смотреть видео, устраивать слайд-шоу из картинок, прослушивать музыку или читать текст. Кодек AC3 данная модель проектора не поддерживает, хотя стандартный DTS воспроизводит. Далее перейдем к настройкам проектора. В первой вкладке можно выбрать язык меню проектора. Далее идет сброс до заводских настроек, функция прозрачности системного меню проектора, настройка цифрового Кейстона и обновление прошивки. В разделе настройки изображения можно выбрать готовый пресет картинки. Стандартный, мягкий, пользовательский или яркий. Последний режим изменяет гамму проектора и подходит для просмотра днем с закрытыми шторами или при включенном небольшом освещении. Далее вы можете выбрать оттенок изображения – холодный, нейтральный и теплый, а также самому настроить цветовую температуру проектора. Есть регулировка соотношения сторон проекции. Для большинства контента подходит режим 16:9, для ретро-игр подойдет режим 4:3. Ниже идут настройки шумоподавления картинки, настройка для установки положения проектора,
режим работы HDMI и возможность уменьшить проекцию на 25%, со 100 до 75%. Закладка «Звук» позволяет выбрать готовый пресет для звучания встроенных динамиков. Кстати, эти настройки влияют и на звук, выводящийся через выход на наушники. Здесь же баланс между левым и правым каналом и настройка автогромкости, которая выравнивает звучание голоса и громких звуков в фильмах. Она нужна для просмотра в вечернее время. В последней закладке находится опция установки таймера на выключение. А сейчас мы перейдем к тестированию проектора на примере тестовых изображений Бурож. Диагональ проекции 100 дюймов, это порядка 254 см. Расстояние от проектора до экрана 330 см. Сначала посмотрим на тест равномерной заливки однородным цветом по экрану. Яркость равномерная по всему полю кадра. Затемнений по углам нет благодаря размерам проектора и оптики. Цвета яркие, черный насыщенный и глубокий, что характерно для 1LCD ввиду того, что этот класс проекторов заваливает детали в тенях. Вот так выглядит вся палитра цветов одновременно. Девушки выглядят хорошо, оттенки кожи выглядят естественно, часть деталей в тенях ушли в черный цвет. Теперь по резкости. Она равномерна по всему полю кадра. По углам резкость совсем немного снижается ввиду несовершенства оптики, но это заметно только при увеличении картинки. При обычном просмотре проекция выглядит равномерной по резкости. Картинка у проектора мягкая, без завышенной контурной резкости. Хорошо подходит для просмотра фильмов. Проекция в 100 дюймов с 3 метров выглядит отлично. Далее мы видим цветопередачу девушек. Здесь тоже все в порядке для данного класса проекторов. На картинке с ветками нет излишней контурной резкости и артефактов. Ресницы на картинке с глазиком выглядят детальными и хорошо различимы, как и мелкие волоски на носу. Оттенки перехода тона кожи плавные, пересветов и потери деталей в цветах нет. В аптечке тоже все хорошо, оперение выглядит детально. На таблице с градациями яркости и контраста виден завал в черный, что характерно для этой модели проекторов на 1LCD. Далее идут домики. Картинка выглядит мягкой и при этом достаточно детализированной. По девушке виден явный завал деталей в тенях в черный цвет, что уже было отмечено ранее. Вот еще одна тестовая таблица с мирами для определения четкости и разрешения проектора. Читаются даже мелкие символы. Все вертикальные полосы и другие узоры тоже различимы и не сливаются, что подтверждает тот момент, что в проекторе установлена Full HD матрица. Здесь же можно посмотреть, как выглядят пиксели на увеличении. Рассмотрим несколько фотографий для оценки качества цветопередачи. Цвета яркие, насыщенные. Шерсть собаки выглядит детальной. Цветовые переходы на заднем плане плавные, без резких перепадов и пастеризации. Плавные переходы между цветами хорошо видны на примере горного пейзажа с лесом и травой. Тигр выглядит отлично, вся шерсть хорошо проработана. Переходим к тестам видео на примере фильмов и игр. Сейчас вы можете видеть, как выглядят пиксели интерфейса консоли Xbox One S на 20-кратном увеличении и как выглядит картинка на широком угле. А далее мы посмотрим, как выглядят фильмы с разным соотношением сторон на большом экране. Начнем мы с фрагмента художественного фильма «Робокоп», который снял Пол Верховен в 1987 году. Изображение идет с консоли Xbox One S, фильм записан на Blu-ray носителе, официальное российское издание. Характерный момент. Соотношение сторон в данном случае 16 к 9, черных обрамляющих полос нет, и фильм занимает все поле кадра проекции. Этот фильм выбран как наглядный пример, как показывают старые картины, снятые на пленку с зерном и другими артефактами, характерными для фильмов тех лет в Full HD формате. Проектор Evericom M9 справляется с показом старых фильмов хорошо. И если вы в свое время не смотрели киноклассику в кинотеатре, то это хороший повод ознакомиться со всеми этими фильмами у себя дома на большом экране. Проектор хорошо справляется как с темными, так и со светлыми сценами в старых фильмах. Сейчас мы обратимся к классике 90-х. Это, конечно же, Терминатор 2 1992 года от режиссера Джеймса Кэмерона. Эта картина тоже в представлении не нуждается и пересмотрена многими бесчисленное количество раз. На большом экране этот фильм выглядит особенно эффектно. Сцены погони, перестрелок, цветное освещение, спецэффекты и взрывы – все смотрится на высоте. Данный фильм записан уже в широкоформатном варианте, как и большинство доступных сейчас картин. А вот и фрагмент художественного фильма «Форсаж» от режиссера Роба Коэна, снятый в 2001 году. На мой взгляд, отличный фильм в своем жанре, который выстрелил на волне популярности подпольных городских гонок и тюнинга автомобилей. До сих пор смотрится приятно и с интересом. Теперь пройдемся по YouTube роликам.
На моем канале уже есть тесты плавного видео с YouTube в 1080p с повышенной частотой кадров. Сейчас мы посмотрим несколько фрагментов из демороликов для тестов телевизоров в торговых залах. Все они сняты с максимально доступным качеством. У них яркие насыщенные цвета и отличная яркость изображения. Проектор Everycom M9 тоже очень хорошо передает все эти яркие оттенки и красивые цвета, которые вы сейчас и наблюдаете на своих экранах. Картинка отличная, 60 FPS добавляет плавности и создает эффект присутствия. Ночные панорамные сцены городов и огней выглядят очень интересно. Сам люблю посмотреть таймлапсы и пролеты на квадрокоптере над ночными городами на большом экране. На YouTube хватает роликов подобного плана. И, конечно же, ролик из канала Якоба и Кэти Шварц, где очень много красивых съемок животных, людей и разных стран. На примере роликов, снятого в Болгарии, мы видим, что оттенки кожи проектор передает очень хорошо. Люди выглядят естественно, при этом цвета одежды, украшений и косметика выглядят яркими и насыщенными. YouTube на проекторе Everycom M9 показывает отлично. Вот мы и добрались до видеоигр. Процесс игры субъективно комфортен, большой задержки не ощущается. Начнем с отличной спортивной игры Probox, это Fight Night Champion от Electronic Arts, издателя, который знаменит своими спортивными сериями и множеством других игр. На большом экране процесс боя выглядит эффектно. Игра работает на 30 кадрах в секунду, тем не менее картинка все равно выглядит плавно. Футбол на большом экране выглядит просто отлично. Детализация картинки на хорошем уровне. При смене ракурса камеры хорошо видна прорисовка травы на поле. Игра работает на 60 кадрах в секунду. Все очень плавно, никаких артефактов и рывков нет. А вот и вторая часть Halo в составе сборника Master Chief Collection. Игра вышла в свое время для Xbox Original и в 2014 году была переиздана с обновленной графикой и перерисованными заставками для Xbox One, а совсем недавно появилась на ПК в Steam. Так что, кто еще не успел приобщиться к данному научно-фантастическому шутеру от первого лица, настоятельно рекомендую попробовать серию Halo. Тем более, что цена в Steam сейчас очень демократична. Работа над ремейком проведена очень большая. Игра отлично играется как на геймпаде, так и на клавомышке мышке. И работает на 60 кадров в секунду. Картинка плавная, без артефактов, рывков и тиринга. Подведем итоги. Проектор Everycom M9 хорошее приобретение для семейного личного досуга. На нем отлично смотрятся фильмы, сериалы, мультики или эфирное ТВ на диагонали в 100 дюймов. Картинки вопросов нет. В играх задержка комфортная, субъективно не ощущается. Шум проектора на стандартной яркости довольно комфортный и лишь незначительно отличается от проектора Toyinger L7. Цена на данный момент вполне доступная и находится в районе $170. Ссылка на магазин и продавца находится прямо под видео. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте пожелания и вопросы в комментариях. Ваша поддержка очень важна для развития канала. Далее вас ждут новые обзоры на проекторы Toyinger X20S и M4+. Кликайте на превью и смотрите новые тесты прямо сейчас. Спасибо, что остаетесь на канале.